Привет, мои дорогие, пришел в себя. Ну, читать комментарии немножечко сложно, потому что после того, как надуло глаза ветром, так что извините, я посмотрел, постарался, пару комментариев прочитать, тяжело читать. Ну, глаза очень слезятся. Ну, читал новости, только в основном приоритет отдал этому, поэтому собрался. И огонь, погнали. Давайте, дорогие мои, начнем с одной интересной новости, которая расставляет все точки над «и», ну, большую ее часть, и понимание, да, потом перейдем чуть-чуть к Ермаку, не к самому персонажу Ермака, а вообще, что это и к чему, ну, и дальше немножечко там всякие вещи. И хочу сказать спасибо Нарышкину еще раз, что он вышел наконец-то на сцену спустя 3 года. Надо было это сделать давно. Ну, это как с моей стороны, да, потому что у нас Дмитриев сейчас на дежурстве, и благодаря как раз команде Трампа Дмитриеву позволили там находиться, сняли с него санкции, и он там на дежурстве. А вот Нарышкин немножечко запоздал, но слава богу, что он уже вышел. Поехали. Я так назову, что это давление США дает свои плоды и тайные директивы Зеленского, дорогие мои. Распоряжение президента Украины номер 135-205, я ее не выкладываю, потому что на украинском языке вы все равно, я просто прочитаю. О новых директивах делегации Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями, внимание, подчеркиваем, Российской Федерации относительно достижения справедливого и устойчивого мира. Ну, это мы тоже потом разберем. И немножечко сделайте такую помарочку на Российской Федерации, да, потому что раньше это было запрещено. И потом я подчеркну это. Первое. Внести изменения в пункт 1 распоряжения президента Украины от 22 ноября 2025 года номер 128-2025-РП о директивах делегации Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации относительно достижения справедливого и устойчивого мира. Утвердить новые директивы делегации Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также представителями Российской Федерации относительно достижения справедливого и устойчивого мира. Понятно, что они там любят эти потужности и так далее. В скобках прилагаются секретно. То есть эти директивы прилагаются секретно, чтобы вы понимали. Давайте теперь быстренько поэтапно разберем. Зеленский, помните, выписывал там на нараде СМБО, что он сам себе запрещает делать какие-то там обсуждения с делегацией российской. Ну, он говорил, что ему с Путиным там запрещено говорить. И, соответственно, с делегацией. Потому что он, когда скакал по этим подменам понятия, он говорил, с Путиным можно говорить, а вот типа с россиянами нельзя. Вот этим указом он отменяет предыдущий указ и многие другие, чтобы вы понимали. Те, которые запрещают, я сделаю именно попунктно. Да? Ну, сейчас разберем, что это такое. Зеленский своим распоряжением отменил прежние переговорные директивы и утвердил новые, причем сразу в закрытом виде. Мы тоже на этом сделаем акцент. Это означает, что переговорная линия Украины полностью переписана. И касается она уже не отдельного трека, а сразу же переговоров с США, другими международными партнерами и представителями Российской Федерации. Формат общения с Россией вновь закреплен юридически, что кардинально меняет прежнюю позицию Киева. То есть это говорит о том, что они отменили предыдущие. Все то, что они там нарабатывали, рады. Главная причина секретности в том, что содержание этих директив не совпадает с публичной риторикой последних лет. Его скрыли от украинской националистической среды, которая способна устроить бунт за любой намек на переговоры, и от европейских партнеров, чтобы избежать давления и преждевременных скандалов. Открыто такой документ опубликовать невозможно, он бы разорвал внутреннее поле власти. На секунду. Он все время там свой хребет тягает вместе с этими европейскими куколдами. Везде, по всяким собраниям. И как только он пооткрывает эти директивы, там целый список, хотя бы предположительно мы понимаем, что за список этих директив, то европейцы перестанут ему помогать. А что происходит в реальном времени, можно так сказать? США просто угрожает. Вы же знаете, на чьей сиське висит Украина.
Ну и висит довольно-таки давно. Я и опять же подчеркну, со времен Кучмы. На какую сиську они припали? На американскую. Они на ней висят. И кто бы ни говорил по поводу того, что Европа может что-то подменить, там, Канада, еще другие там союзники, они могут только на G7 писать какие-то эти, да, там, громкие слова, громкие там заключения и так далее. По сути, они ничего не могут. У них слабые экономики, особенно те, которые вот сейчас в войне. Ну, я имею в виду главные спонсоры основные. Германия, я не могу выражаться, да, они уже будут собирать Volkswagen в Китае, потому что им дешевле это делать. В 2 раза дешевле, чтобы вы понимали. Давайте я вам скажу так, что вот, к примеру, возьмем этот микрофон, он стоит там 50 евро. У него отличное качество, супер вообще все. Есть Shure микрофон, который там всеми признанный, да, но он стоит в 8 раз дороже, чем этот. 8 раз. Но я вам скажу, что ну, чуть-чуть, может, китайский хуже будет, да, потому что мы слышим там удары по столам и все остальное, там не защищена диафрагма. Но в чем разница в цене? В том, что большие налоги поднимают большие зарплаты. И, соответственно, на больших зарплатах мы поднимаем и стоимость для того, чтобы люди могли хоть как-то выживать здесь. И поэтому они вне конкуренции. У меня есть средства, чтобы купить этот Shure, да, SM7. Но я его не буду покупать. Зачем? Я буду пользоваться китайским за 57 евро, и это уже с налогами, дорогие мои. Потому что меня все в этом устраивает. Потому что я не хочу кому-то там что-то оплачивать еще. И поэтому также мыслит, вот Китай, Европа, но также мыслит и Volkswagen, что мы быстренько дрыснем туда в Китай, потому что экономика Германии уже в одном месте, экономика Франции в одном месте, Италия еще как-то барахтается, Испания, соответственно, да, и все начинают отодвигаться. Понятно, что ВПК находится в Британии, которые там за вот эти заказы на дроны, на ракеты и все остальное берут деньги и зарабатывают на этом. Да, вот на дронах они себе уже вложили 6 миллиардов, они должны заработать. На дронах, на ракетах мы не знаем, потому что это закрытые переговоры. Так что те, которые больше всех кричат, не смогут Украину спонсировать дальше. Зеленский это прекрасно понимает. И вот эти все, там сегодня Рубио очень отвесил Европе. Да, я физически размотан, дорогие мои, после там долгого, да, там перерыва 64 километра. Но ментально я не размотан. И тяжело смотреть, но мозг работает как надо. Я сегодня прочитал один комментарий, где говорят, что вот как раз благодаря спорту, да, у людей и воспитанность есть, и какой-то режим, график, и все, и обязательства, да, и обязанности есть какие-то. Поэтому я нормально соображаю. Рубио сегодня тоже поставил на место европейцев. Ну, типа, ребята, вы здесь вот вообще просто абсолютно ни при чем. Я тоже прочитаю это. Так вот, Зеленский получает сигналы из Соединенных Штатов о том же Ермаке. Типа, выкинуть его нафиг. Потому что это чмо бегает по Украине и кричит о том, что никто ничего не сдаст, иди давай до свидания. И не просто по Украине, а через всякие экономисты, через всякие Нью-Йорк Таймсы, Нью-Йорк Посты, Вашингтон Посты, через все, что только можно. Оно там воняет вовсю. Конечно, Дони берет газету. А кто такой Ермак? Вы же знаете, у Дони все просто. Уволить. Все. И вперед. И они сегодня, там, вчера делают эту сакральную жертву, что он там собирается куда-то идти на фронт. Но давайте о Ермаке позже. Так вот, я веду к тому, что Зеленский понимает, что его оторвут от той сиси, и ему хана. Все, хана. Он не будет ничего, донор отвалит от него. Все, это будет безжизненное тело. И он сейчас пляшет так, чтобы и не оторваться от европейской помощи, чтобы его не зарезали националисты, и при этом он был именно где нужно. Поехали. Давление США играет ключевую роль. Вашингтон уже оформил новую стратегию выхода из конфликта, и Зеленский не может выйти из этих рамок, чтобы не потерять остатки влияния, и вынужден переписывать официальную позицию и передавать делегации новые инструкции, которые отвечают запросам американской стороны. Понимаем. Таким образом, Украина фактически переходит на другую переговорную модель, а прежняя линия закрытая, жесткая и категорично, окончательно снята. Ту, которую они продвигали. Сибига, дебил, которого тоже скоро выкинут, который будет там еще покрякивать, похрюкивать, и Стефанчук, которому тоже закрыли хлебало, да, там, я не знаю, чем, хот-догом, шаурмой, чем ему там Америка закрыла хлебало. Их не слышно. Подоляк под столом,
с чашечкой кофе, который должен был распивать в Ялте еще бог знает когда. Теперь смотрим, почему засекречены директивы. Потому что в них наверняка пункт о территориальных уступках, формула прекращения огня, разграничение контроля вдоль линии фронта, требования по обмену территориями. Трамп уже это проговаривал публично. Гарантии США по принуждению Украины к соглашению, ограничение суверенных решений Киева, снятие ряда требований Украины, таких как Крым, НАТО и трибуналы. Иди сюда, зеленка, шваль. Это я скажу вам по-другому, ну вот именно без розовых очков. Если бы зеленка не умел выкручиваться, он бы не дотянул до сегодняшнего дня в политике. Не дотянул. У него там, вокруг него создали нормальную команду, да, которая там помогает Ми-6, консультирует и так далее. Вот эти два танкера, которые взорвались, они не зря взорвались. Вот эти попадания в дома жилые в России дронов, которые делают специально для того, чтобы раздраконить Россию, чтобы она вмазала. Вот как вот там по Киеву. Посмотрите, у меня в Телеграме, там жесть кадры. Там просто, жесть. Я по-другому не скажу. Там кадры жесть. И вот собрать все это и показать Дони. Смотри, Дони, что они творят. Что они делают, да? Ты их защищаешь, а вот смотри, что они делают. Но нет, там они там что-то нарисуют ему, Дони, там на телевизоре. Тут же прибегает Дмитриев и протер. Дони, нормально. Это они все. То есть они специально все делают. Вот что сделали они. Вот сколько дронов они запустили. Вот они ударили там у турков. А турки именно турки. Там на одном из танкеров 14 человек. Ну, это по моей информации, россиян, моряков. Вот. Они подплыли, посмотрели и уплыли. И даже не спасают людей. Вот просто подплыли, береговая охрана, посмотрела на это и чухнули. Видели, да, потому что там, по-моему, 6 прилетов, приплывов туда, прямо вот этими бэками. И СБУшники тоже хвастались. Я вам кусочек покажу, как это, полное видео у меня в Телеграм-канале будет. Так что они сейчас пытаются сыграть на старых вот этих вот щах, можно так сказать, да, которые думают, что работают. То есть они думают, что мы сейчас будем провоцировать Россию вот этими танкерами, ударами в жилые дома. Россия будет лупить, соответственно, жестко, как она там в 2-3 раза сильнее отвечает. А мы будем показывать это Трампу через вот эти вот СМИ, которые уже есть на сайте президента Америки, и вот эти СМИ уже там выбраны там самые лживые СМИ. И на те, которые рассчитывает Зеленский. То есть на сайте президента Трампа висят самые лживые СМИ, через которые Зеленский пытается... они просовывают эти все вещи, которым Трамп уже не доверяет. Вот и все. Вот такая вот схема у них. Надраконить Россию, Россия ответка, мы показываем. Дмитриев быстренько подбежал, протер, сказал: Дони, все нормально. Вот тебе еще список этих СМИ, которые там у нас орудуют вовсю. Так, у нас еще Венесуэла. Венесуэла — это Китай. Это Трамп не смог договориться с Китаем. Я там в Телеграм-канал уже выкладывал, как тренируют венесуэльцев на нападение. Но сегодня Дони ответил, что всем авиалиниям, пилотам, торговцам наркотиками и торговцам людьми, пожалуйста, считайте воздушное пространство над и вокруг Венесуэлы полностью закрытым. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу. Президент Дональд Трамп. Дональд. Джуниор, потому что Дональд Джуниор Трамп. Окей, идем дальше. То, что я говорил по поводу Марко Рубио. Что он сегодня заявляет? Я не считаю, что Европейский Союз имеет право определять, что такое международное право. Тем более он не может диктовать, как Соединенные Штаты защищают свою национальную безопасность. Вслушайтесь дальше. На США нападают организованные преступные наркотеррористы в нашем полушарии. Президент отвечает на это, защищая нашу страну. Мне кажется примечательным, что все эти страны хотят, чтобы мы поставляли им, например, ядерные крылатые ракеты «Томагавк» для защиты Европы. Опачки, да?
всплывают ядерные крылатые. Но когда Соединенные Штаты размещают авианосцы в нашем собственном полушарии, где мы живем, а, дорогие мои, вы не знаете, что это произошло, это потому что становится проблемой. Почему-то для них становится проблемой. Этот авианосец находился в Средиземном море, чтобы вы понимали. И у них как бы жопка была прикрыта у европейцев. Ну, то есть, стоит там эскадрилья вся, да, там американская ВМФ, да, там все дела, авианосец, куча там всяких других кораблей стоит, и нормально, можно в стрингах побегать. А сейчас надо будет одеть какие-то меховые штаны, чтобы им не засунули, да, по самое не хочу. Так вот, этот вот авианосец Форд как раз уже почти подкатил до Венесуэлы, чтобы вы поняли, и у этих как бы начинается немного напряги. Ну, там, конечно, уже будет раскатываться. Он сколько шел там? Достаточное количество он шел времени. И вот он уже почти подходит, там на всех парах они туда мчат. Вот, для того, чтобы уже начинать решать вопрос Венесуэлы. Да не же нужно показать Путину, как быстро делать войну за 3 дня с наступательной операцией и всем остальным. Ну, главное, чтобы он там застрял. Это будет очень хорошо. Если из Венесуэлы будет прокси. Жалко будет венесуэльцев. Но для Америки, которую затянут туда за 2 ноздри, Китай, ну и Россия, соответственно, это будет очень показательно. Вот, дорогие мои. И тогда европейцы реально в своих стрингах вонючих выхватят здесь, в Украине. И быстренько отстанут. Поехали дальше. Поэтому сейчас очень важно. Америке это как второй, знаете, как одеяло с другой стороны, когда оттягивают, да, там с одной стороны Россия со своим фронтом, а с другой стороны Венесуэла, куда нужно уйти с головой, да, для того, чтобы порешать вопрос Мадуро и Китая, соответственно. И чтобы у тебя бюджет не уходил в сторону Украины. А европейцы уже без ничего, без денег, без ничего. Поэтому нужно быстро закончить войну, чтобы никуда ничего не уходило. Понимаете, да? Классика. Растягиваем дони со всех сторон. Поехали дальше. Так что я бы сказал, что Соединенные Штаты и президент ясно дал понять, выполнить свою задачу защищать США от угроз, направленных против США. И именно это он делает в ходе данной операции. Дальше вы со стрингами сами уже. Давайте там, вытанцовывайте по той Европе сами, без нас. Теперь послушаем скулёж Ермака, дорогие. Это очень важно. Ну, я вам так скажу. Меня опорочили, и мое достоинство не было защищено. Так предохраняться надо. Несмотря на то, что я находился в Киеве с 24 февраля 2022 года. Я скажу больше, падла. Ты там находился с момента, когда ты начал там быть продюсером у 95-го квартала. Поэтому я не хочу создавать проблемы Зеленскому. Я еду на фронт. Ох, это жесть вообще. Меня отвратила грязь, направленная против меня, и еще больше отсутствие поддержки от тех, кто знает правду. Я не хочу это комментировать. Просто лицемерная мразь, и больше я ничего по этому поводу говорить не хочу. Так, ну чуть-чуть по фронту от Deep State. Deep State это отдельные уже. Я не знаю, что там после войны, какой рейтинг доверия будет к этим людям, которые там работали. Поехали. Военный паблик Deep State сообщил о свежих изменениях в обстановке вокруг Гуляйполя. То есть они молчали все это время. Они ничего не рисовали. И там уже люди начали говорить: алло, чуваки, там ну как бы уже заходы идут, и об этом сообщают непосредственно сами украинские военные. Но они не реагировали на это. Ситуация в районе остается крайне напряженной. Бои продолжаются вблизи города, а как ранее заявляла нардеп Безуглая, столкновение уже фиксируется и внутри Гуляйполя. Ничего себе, Безуглая как будто там сидит. Мы уже говорим о том, что там уже 4 дня... Да, то есть с первого захода, спасибо источникам, которые мне постоянно подкидывают, да, эти данные, и про бомбежки, которые вот там готовятся и так далее. И также говорят военные, которые непосредственно там, а также говорят о дружественном огне, об отходе 2 батальонов оттуда, да, о которых я сообщаю уже. Безуглая тут раздуплилась.
Согласно обновленной карте Deep State, так называемая серая зона теперь охватывает восточные окраины населенного пункта, указывая на возможное продвижение российских сил вглубь городской черты. Вот так вот, дорогие мои. Поехали. Bloomberg. Теперь про Европу. Европа отодвинута от ключевых аспектов мирных переговоров по Украине. Очень смешно, на самом деле, потому что эти падлы так пыжились, так из себя строили, таких именно, ой-ой-ой, значимых. Собирались по 500 раз в неделю, вы же знаете. По данным источников агентства, большинство содержательных обсуждений сейчас проходят в формате США-Украина. Ну да, тех нагибают и чпокают. А знают, что те куколды любят посмотреть, понаблюдать за этим, дверь закрыли и все, чтобы они не получали удовольствия. Тогда как страны ЕС подключаются лишь к тем двухсторонним темам, где их участие неизбежно, например, в вопросах гарантии безопасности. И тут, я вам скажу, мне очень нравится Путин, который тоже сказал, знаете, так, именно... Ну, это очень такой качественный дипломатический подкол. Европа очень важна в этих переговорах, но в определенное время, да, в определенном моменте. Европейские государства пытались расширить свою роль, однако фактически оказались на периферии переговорного процесса. Причины отсутствия единой позиции внутри ЕС. Ну да, когда там горлопанят эти... из Еврокомиссии, там, ну, это часть эстонизации, да, из Прибалтики, которые горлопанят, а другие, которые сидят в позиции вот этих, знаете, нежелающих, да, там, если позиция желающих и нежелающих, они вообще ходят такие, а мы здесь при чем? Ну, и понятно, что у нас есть Орбан, да, который держит свою позицию, куда-то ушел Фицо, да, как-то ничего не произошло с Бабишем чешским, который там рвал на себе на предвыборах, что мы единым фронтом, Чехия, Словакия, Венгрия будем всех рвать. Где Бабиш? Ушел где-то под плинтус. И желание Вашингтона ускорить согласование собственных инициатив без сложной европейской координации. При этом европейские чиновники подчеркивают, что любые договоренности по Украине неизбежно затронут всю архитектуру безопасности в Европе, а значит, ЕС должен участвовать в формировании итогового решения. Но на текущем этапе влияние Европы остается ограниченным, и ключевая дипломатическая динамика развивается вне Брюсселя. Дорогие мои, я хочу просто сказать, что США просто понимают, что они тонут. Они на себя одевают много кругов там спасательных для того, чтобы вылезти из попа. А Европа пусть тонет себя. Все. Если она не может конструктивно мыслить, если они не отдают приоритеты чему-то, если они позволяют Соросу ставить свои правительства и управлять, ну, это их проблемы. Поэтому... Так, покажу вам кусочек атаки до взрыва, вот, потому что нельзя, надо потом это все будет в Телеграме. Вот он плывет, этот бэк, на этот корабль. Сейчас там будет большая панорама, где будет видно, да, как он туда вмажет. Я до взрыва остановлю. Ну и вот здесь. Все, я останавливаю, потому что заблокируют видео. Хорошо, хочу показать вам видео в Украине, да, как в Киеве. Мужик... Еще остались мужики. Выбежал босиком зимой по холодному асфальту спасать пацана молодого. Смотрим. Я тоже коротко. Видео полное у меня в Телеграме. Не потому, что я хочу вас туда, а потому, что там можно это выкладывать. Все, хватит, потому что потом будет беда. Могут заблокировать новости. Уже было такое несколько раз. Ну и в Израиль прилетел украинский Ан. Туда, говорят, что-то загрузили. И он куда-то вылетел. Ну, вылетел он в Молдову, соответственно. Либо в Польшу, ну или в Румынию. Куда-то туда он вылетел с чем-то таким. Может,
неизвестно с чем. Ну, это я вам просто, опять же, из тех источников, которые мне постоянно пополняют какими-то инсайдами и какими-то, может даже иногда быть вбросы, так что не всегда можно всему доверять. Окей, дорогие мои, сейчас переходим уже непосредственно к Чехии, потому что тут есть но одно. Чехия заработала на украинских беженцах больше, чем дала Украине. Да, я отвечу почему. Ну, уже это. Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что общие расходы чешского государства на помощь Украине с 2022 года, включая военную помощь, проекты экономической дипломатии и размещение беженцев составляют 91,3 миллиарда крон. А доходы государства превысили эти расходы на 12,7 миллиардов крон. В плюсе от украинских беженцев и чешский сектор здравоохранения, дохода государственного медстрахования составили 24,1 миллиардов крон, что в 2 раза выше расходов в тот же период – 11,8 миллиардов крон. Чешское государство точно не теряет деньги, помогая Украине. Как раз наоборот. Вице-премьер Вит Ракушан заявил, Ракушан – это австриец. Да, на чешском Ракушан – это Австрия. Это фамилия у него, Ракушан такая. Что сейчас на легальном рынке труда в Чехии находится около 170 тысяч украинцев. Ну, есть еще нелегальный рынок. Отметив, что они не относятся к группе с большой долей преступности, в отличие от других групп беженцев. Эти люди оплатят нам той же монетой многократно. Мы достигли небольшого успеха в ЕС в плане интеграции беженцев в рабочую среду. Точнее, к вопросу, кто обуза и вклад в ВВП ЕС. Я хочу сказать, я прекрасно помню, и многие украинцы помнят, нарратив Зеленского, с которым он заходил как раз в президентство. «Повертайся и залишайся». Чехия давала работу очень давно украинцам. Давно, очень давно. То есть еще там до войны, задолго до войны она давала. Как раз вот когда открылся безвиз, потекли трудовые, да, мигранты и из как раз и ДНР, ЛНР, там куча людей тоже очень много. Вот. Ну и вообще там из Западной Украины, и там всегда были терки между Западной и Восточной Украиной, да, там всегда были терки, потому что те там уже укоренились. Вот. Но когда началась война, туда вообще просто в огромном количестве много людей. Если вот человек задавал вопрос, куда ехать, ну так, чтобы не сидеть на пособии, а сразу же работать, в Чехию. Сразу же в Чехию. И туда как раз выехал весь рабочий класс Украины. Именно рабочий класс. Вот я всегда вам, если вы не заметили, практически в каждом видео говорю сравнение украинцев в Чехии, те, которые хотят работать, и украинцев в Испании, те, которые не хотят работать. Знаете, они всегда там подкалывают других, да, там, допустим, вот там блогерство не работа или что-то типа того. Ну так попробуй, ну так стань блогером. Давай, сделай новости 2-3 раза в день, собери их. Посвяти свою жизнь именно этому. Посмотрим, работа это или не работа. Нет, они хотят просто жить бесплатно за счет там НКОшек всяких, плюс помощи Испании и ходить поносить полностью всех. Но это не в Чехии. Еще раз говорю, когда я приезжаю в Чехию, я когда встречаю наших, я гуляю по Праге, я себя очень свободно чувствую. Но, к сожалению, Чехия очень полицейское государство. Когда я еду, допустим, из Испании, проезжаю через Францию, могу там ехать через Италию, но в Италию я уже не заезжаю, вы знаете почему. Потому что у меня там украли целый автобус вместе с моими вещами, ну, я имею в виду кемпер-ван, можно так сказать. Поэтому я туда не заезжаю. Спасибо итальянцам, итальянской полиции, которые нашли, они там извинялись за всю Италию. Его нашли, украли в Южной, в Риме, вот, за час. Нашли его в Северной Италии. И там в Северную Италию я как раз ездил. Ну, и я уже не заезжаю, знаете, такой осадочек остался. Я очень любил Италию, да, особенно Болонью. Она очень похожа на Одессу. Вот, и я ее объезжаю.
И теперь мой маршрут там через Францию, да, там, либо Германию, либо сразу же через Швейцарию французскую, туда в Австрию и на Чехию. И вот я, когда еду, и к чему говорю, даже включаю ту же Италию, я не вижу нигде полицию. Я понимаю, что я в Чехии, когда полиции слишком много. Ее прям очень много в Чехии. Вот это вот единственный минус. И знаете, как мне говорят наши, которые там, зато мало преступности. Так когда мало преступности и полиции меньше. Ну вот здесь-то полиции мало и преступности не столько, сколько есть в Чехии. Поэтому это такая отличительная, можно так сказать. Но я вернусь к тому, что Зеленский говорил о том, что повертайтесь и залишайтесь. Вы поняли. Поехали дальше. Сейчас я покажу, да, там от Axios, да, у нас есть Барак Равид, журналист от Axios, который сказал, что украинская делегация во главе с секретарем СНБО Умеровым отправляется в Майами на встречу с Уиткофом и Кушнером, которая состоится в воскресенье. Ну, в чем интерес этой статьи, дорогие мои? Я знаю, уже 30 минут говорю, но давайте зачерпнем все. По данным издания, в поездку также поедут замглавы МИД Кислица, начальник Генштаба, потому что Кислица как минимум адекватен, в отличие от Сибиги. Начальник Генштаба Гнатов, это военный, да, и сотрудники украинской разведки. Дальше я читать не буду, что это говорит и о чем это говорит. О том, что Зеленский все-таки пытается внести какую-то или сделать какую-то попытку доказать там, ну, в Америке, что они не проигрывают. Они привезут туда карты, какие-то разведданные и так далее, и будут показывать кому? Уиткофу, которого они очерняли, чьи разговоры они слили. Не украинская, а вот те, на кого работает. Уитков с ними не будет разговаривать. Он поставит вот так вот смазку на стол и говорит, снимайте штаны, и все. И слушать их не будет. Но поехали туда не дипломаты. Только один Кислица поехал. Кислицу можно там проломать, Кислица и так поймет, потому что Кислица еще хоть как-то разбирается в дипломатии, в отличие от этого свинорылого Сибиги. Но двух военных, одного разведчика туда отправлять, какой смысл? В чем их там интерес? Только в том, чтобы хотя бы попытаться доказать им, что там не так, как рассказывает Россия. Не сработает. Опять же говорю, у нас там бегает Дмитриев, да, который сразу же протирает им очи. Они будут разговаривать с Дмитриевым. И Уитков прокладывает тропинку для России, а Украину тянут за ноздри. Когда они прокладывали им тропинку, они срали по этой тропинке. Или и ссали, чтобы идти впереди обоза на этой тропинке. Но все уже все поняли. Сколько уже прошло времени-то? Достаточно времени прошло. С момента инаугурации Трампа. Больше 10 месяцев. И сколько можно уже мучиться с ними. Поэтому не поможет. Зеленскому это не поможет, дорогие мои. Ну, о том, что Ермак на фронт, это мы опустим, дорогие мои. Ну и поехали дальше. Амнистия, которую они хотели. Бывший советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майкл Флинн заявил, что Зеленский и его окружение должны привлечены быть к ответственности. Главный проигравший Зеленский вместе со своим коррумпированным ближайшим окружением, все они должны быть арестованы. Необходимо провести законное расследование по годам растрат, мошенничества и злоупотребления, и десятки миллиардов украденных долларов должны быть возвращены и использованы для помощи многим семьям, которые потеряли близких в этой совершенно бесполезной войне, начатой абсолютно коррумпированными глобалистами. Америке теперь нужно найти способы достичь мира, да, через силу, но мира. Ну, вы поняли, через какую силу. Больше никакого там за океаном и тем иностранным лидерам или отдельным лицам, которые захотят бросить вызов Америке, пока мы приводим в порядок свой собственный дом. Просто попробуйте нас. Ну, типа. Поняли, да, в чем? Тут не посыл в чем. А в чем было стремление и желание Зеленского амнистию сделать. Чтобы их потом впоследствии не ловили.
Понимаете, да, что в Америке присутствуют саблезубые тигры, которые хотят их надеть не только на кукан, а еще на свои клыки, разорвать, забрать у них денег. Сейчас, мне кажется, знаете, ближе к окончанию войны биткоин будет стоить около 200 тысяч, потому что эти крысы начнут прятать сейчас деньги в огромных количествах, которые они там по банкам, по офшорам. Офшоры распаковывают очень быстро. Поэтому, дорогие мои, сейчас будем наблюдать, да. To the moon, биткоин to the moon, ближе к приближению войны. Потому что сейчас... Я знаю, что США могут играть в одну очень интересную игру, да, как наживка. Согласиться, а потом все поменять. Удалить, сказать. Знаете, как говорят, легче быть врагом США, чем их другом. Это даже сами американцы говорят. И многие журналисты говорят об этом, да, там, американские, которые, ну, объективно мыслят. Именно что... Опаснее быть другом Америки. Так вот, Зеленского сейчас как раз затягивают туда, в эту дружбу. А потом произойдет просто чудеса. Они все отменят, американцы, и скажут, да где наши бабки, которые мы тебе давали? Особенно по этому скандалу. А он не найдет места себе, где спрятаться. В Израиле, где угодно. Приедут, усыпят, отвезут и будут его мучить ровно столько, пока он не распакует все свои счета. Пока не поймают их его все кошельки, там, включая того же Миндича. Он там не спрячется. Я знаю историю, кейс, да, когда там одну криптомошенницу, да, которая обманула там большое количество людей в Америке, ну, типа инвесторов на крипте. Ее выманили оттуда, и она отбывает срок. Сдала полностью все свои кошельки и так далее. Пожизненный, по-моему, срок отбывает. Или там такой, ну, в Америке есть там по 200 лет. Это, конечно же, как говорится, не пожизненный, но такой, близко к пожизненному. Так что так, дорогие мои, на этом все, потому что вы меня не остановите, но я остановлю себя сам. Подписываемся обязательно, кто не подписан. Есть позитив в новостях, и с каждой новостью его становится больше. Я наблюдаю за тем, какую схему эта зеленая мразь пытается сейчас провернуть вместе со своими британскими коллегами. Да? Ну, как мы видим, европейцев отмели. Всех обнял.